глаза у них милиционерами. Идите. На Псковский переулок. Я там натворила и сама не знаю, что. А разрешение на ношение оружия у вас есть? Я должна сейчас умереть. Ваша фамилия, имя, адрес. Ольга Вячеславовна Зотова. Оленька, ты на повинность больше не смей ходить. Тебя это как учащийся, это не касается. Руки испортишь. Что руки, жизнь испорчена. Николай Павлович говорит, и Серафима Львовна то же самое. Россия погибла. Большевики погубят все. Большевики это ненадолго. А Россия действительно погибла. Только кто в этом виноват? Опять из Союза безработных офицеров. Валька Брыкин. Это сын пристава? Сколько хороших людей погибло на фронте. А этот вернулся. Жив-здоров, с Георгием. Значит, смелый. Надеюсь получить хотя бы краткий отчет. Куда мои и других доброхотов деньги идут? Вот, прошу. Что это за деньги? Те, что теперь в ходу. Тензнаки. Пока мы выйдем из вашего кабинета, они обесценятся вдвое. А завтра рубль за копейку пойдет. Извините, в настоящее время другими не располагаю. Золото есть? Драгоценностей? Если бы были, не преминул бы. Мы напрасно задерживаем господина Зотова. Спи. Не читай.
Брыкин! Помогите! Помогите! Постарайтесь вспомнить, гражданка Зотова. Двоих. Не знаю. В шинелях были. Виты завязаны платками. Третий. Валька Брыкин. Танцевала с ним. Один из налетчиков убит в перестрелке. Тот самый Брыкин. По документам другой. Член Союза безработных офицеров. Пролетарская власть покончила с этим союзом. Выздоравливайте, гражданка Зотова. Что это вы вдруг под конвоем, товарищ Вера, а? Здравствуйте, Емельянов. Товарищ Афанасий, бывший пекарь, а теперь боец за революцию до полной победы мирового пролетариата. Стихи даже написал об этом. Неплохие. Стихи? О, мне бы такого в эскадрон. Слушай, бросай ты чека. Охота тебе веником быть, мусор выметать. То ли дело в чистом поле, саблей рубить. Что а? это? Бойцов сманывается? А мне можно, я больной. Ну-ну, не прикидывайтесь, и поскорее выздоравливайте. Вот-вот. Надумаешь? Тащи свои стихи в эскадрон. Так смотри, плохие притащишь, выгоню. Пожрать ничего нету. Нет, ко мне никто не ходит, ничего не носит. Ну что ж, теперь время такое, ничего не поделаешь. Не до того. Ох, всю Россию по кускам раздирает эта гражданская война, будь она неладна. Наклеили бумажки какие-то, декреты. Холеры их возьми. Слова-то все какие-то свирепые, яростные. Тетка, ты на эти бумажки на стенках не плюй. На них нынче всесветная история пишется. А чума с ней, с историей? Нет, что до нее. Из Венерического? Что? Ну, из какого, спрашиваю? Из Венерического? Меня убивали. Да не убили, вот почему я здесь. Ах ты, батюшки, вот приключения. Должно быть, было за что. Или так, бандиты, а? Да вы что, не слыхали про нас? Зотовы напроломный. Ах, вот оно что. Мне щека товарищ Вера рассказывал. Сколько этого гнусного элемента повылезло. Больше, чем думали. Руками разводим. Бедствие. Да ничего. Справимся. А вы, бой, девка, знаете, не поддались. Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете. Через насилие, да? А жалко. Сами-то и старообрядцы. В Бог верите? Чего? Это обойдется. Вот во что надо верить. В борьбу. Вот то-то. А то прожила бы, как все. Жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса. Скука! А это веселее, что сейчас? А то не весело. По всему миру собираемся на конях пройти. До самого океана дойдем. Хочешь, не хочешь, гуляй с нами. На коней! Гуляй, душа!
Зараза, привязалась ко мне это его яблочко. Прости, Господи. Ой, как жрать хочется. А ты ему понравилась. Сидел, все глаза на тебя перекатывал. Ох, будь бы я помоложе. О, Господи, как жрать хочется. Конечно. Он какой-то не совсем обычный. А, впрочем, ничего такого в нем нет. Миллион таких дураков. Большевик, конечно, разбойник. Сейчас к такому притулиться самое верное дело. О, Господи, прежнее-то, видно, все ушло. Да, пожалуй, вы правы. Прошлое осталось на дальнем берегу. Вставай, вставай! Вставай, говорю! Что? Красные уходят! Куда уходят? А черт ли знает, белые идут. А нам-то что за дело? А как же? Госпиталь-то военный. Застукают нас здесь, примут за красных. Чекай, говорю. Быстрее, товарищи, быстрее! Быстрее, быстрее! Санитаром в третью палату! Ну, чё встал? Чё рот разинул? Переправи давай, гони лошадей! Переправи! Скорее! Раненых в первую очередь! Отправляйтесь! Сам ползи! Я тебе покажу, ампутированный, красноармейская сволочь! Повернитесь. Зотова, Да. следуйте за мной. Дорогу, дорогу! К стене! Доктор! Доктор! За что? За что? Пошел! Идемте. Идемте же. Ну что стоите? Мне показалось, это он. Брыкин! Идемте, прошу вас. Вот и все, что я знаю. Наши сведения не совсем совпадают.
Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Вы с ума сошли? Прошу. Что вы? Что? Карманы. Боже мой! Пощадите! В тюрьму. Скорей! Послушайте! Не уходите! Послушайте, умоляю вас, со мной поступают несправедливо. Дайте мне карандаш и бумагу. Не уходите! Не уходите! Говорить! Будешь говорить! Только бы мне выйти отсюда. Только бы мне выйти. Калачик вам принес барышня. Если что нужно, только стукните. Мы завсегда с политическими. Постойте. Что это? Будто пушки. Не знаю, барышня. Вроде бы красные. Целая армия. Зотова, взять! Я не пойду! Я не пойду! Я не пойду! Я не пойду! Я не пойду!
Эй, стихотворец! Что не пришел ко мне в эскадрон? Узнаешь меня? Узнаю. Ну, а что не весело? Победа! А вот в подвале нашли, расстрельных вытаскиваем. Слышь, товарищ Камеско, я твои слова не забыл насчет чистого поля. Белых рубить. Афанасий, там в подвале еще расстрелянных нашли. Больничных. Иду! Афанасий, а девчонка-то жива, дышит. Она. Давайте-ка ее сюда. Врача нужно. Профессора. Да чтоб непременно старорежимного. Чтоб была жива. Поразительно. 2 пули в грудь и все-таки жива. Это даже против здравого смысла. Поближе. Как вас зовут? Дмитрий Васильевич. Дмитрий Васильевич. Еще поближе. Поцелуйте меня. Черт. Вот ведь. Должен вам сказать, живучая Ольга Вячеславовна, как гадюка. Да нет, вы не обижайтесь, это я для вашей же бодрости говорю. Да я не обижаюсь, Дмитрий Васильевич. Поправитесь, запишу вас в эскадрон. Лично моим вестовым. Чего улыбаетесь? Не верите? Вы мне каждый раз об этом говорите. Ну и что? Волосы вам обстригем. Сапожки достану легенькие. У меня припасены с убитого гимназиста. Ну, а на первое время, конечно, к коню прикручивать будем. Только поправляйте скорее. Вот это я скажу вам. Исхлопотал в исполкоме ордер для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами. Завтра выпишу вас отсюда и пойдем искать что-нибудь необыкновенное. Тетенька, чей дом будет, не знаете? Купцов Скоробогатовых. Жили тут такие. Жили да сплыли, одни декреты остались. Ну что ж, зайдем к Скоробогатовым. Притулилась. Ну, гляди, навалили дьяволы прямо на паркет в виде протеста. Ну вот. И тепло, и светло. Умели жить буржуи. Так, вот это сало, это крупа.
Вот это таранка. А вот это сушеная морковь. Вместо заварки будет. Картошка. Всего довольствия недели на 2. Ну, а там... Это что? Фу. Так это же ветер в печных трубах гуляет. А мне показалось, знаете что? Будто сидят это на крыше под осенним дождиком купцы Скоробогатовы и надрываются с тоски. Не страшно? Призраков не боитесь? С вами я ничего не боюсь, Дмитрий Васильевич. Да нет, я здесь не останусь, уйду. А вы одна, пустой дом. Ночь. Я буду ждать вас, Дмитрий Васильевич. А вот. То война, и это война. Но в чем же все-таки разница? В смысле тактики и характера боя. Вот. Империалистическая война. Позиционная. Окопная. Потому что в ней порыва не было. Умирали с тоской. А революция... Революция создала конную армию. Понятно вам? Конь! Это стихия. Конный бой, революционный порыв. Вот. Вот у меня одна шашка в руке. Я врубаюсь в пехотный строй. Я лечу на пулеметное гнездо. Несется лава на лаву, без выстрела. Гул. И ты как пьяный. Сшиблись. Пошла работа. Минута. Ну, 2 минуты, самое большее. Сердце не выдерживает этого ужаса. У врага волосы дыбом, а у меня за плечами крылья. И враг повертывает коней. Вот тут уж руби, гони. Пленных нет. Здравствуйте, Ольга Вячеславовна. Вставайте. Пойдем. Куда? Начинается ваша боевая наука. Как сидите? Как сидите? Слышите? Сидишь, мать твою, так как собака на заборе. Ну, носки подбери. Не заваливайся. Так. Да кому ж я говорю? Ты что, ну, носки подбери. Конечно, настоящего удара нет.
В ударе вся сила в плече, а плечики у нее все-таки девичьи. Так какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия? Товарищ Зотова? Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами. За счастье всех трудящихся на земле. Молодец! Без запинки. Ревер берите, товарищи бойцы. Эскадрон! Рысью! Вон! Кони с цепей сорвались! Разве только у океана остановится! Ешь кашку, не робей, и буржуев крепче бей. Вот это баба. 60 верстов в седле сегодня зад колотила и ни в одном глазу. Не то штука 60 верст. Я про нее удивительный знаю. А что? А то, что не баба, она вот что. Что? Что ли? Скажу, не поверите, а вы животите со смеху. Да говори же, не баба, а кто же? Девка. Провались все на месте, девка. Я был Она завсегда с командиром спала. Хоть на лавке, хоть на печи, в одной кровати. Спят-то в одной кровати. Но как? Как? Балетом. Он головой туды, она сюды. И опять же, умывалась она с утра. Я через плетень, зырк. А тут он выходит, так она от него как от чужого, за дерево. Мало ли что, она же из этой интеллигенции. Черт их знает, как у них там. Но чтоб в одной кровати с таким, как наш командир и жена. Завтра до света повезешь пакет в дивизию. Есть пакет в дивизию? Гектор, белый, текаем. Стой! 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 Баба!
Бабища! Баба угробила 2 мужиков! Ты расскажи опять! Да я уж 100 раз рассказывала. Нет, ты расскажи, значит, он на тебя налетел затылкой, вдруг удивился баба. Что потом? Ну, а потом обыкновенно шашку вытянула и поскакала в деревню с пакетом. Тоже мне кавалер разлетел. Ольга! Дура девка! Обвяжись портянкой, айда с нами, слышь! Афанасий! Афанасий, черт глухой! Че стал там? Ты коней искупай, сам искупайся как следует. Чистота для бойца раньше всего. Если у конника прыщ на ягодице, вон из строя, это не боец. Конник пуще всего береги задницу. Это конник, а ты мне вместо коня на козлы посадил. А на козлах на чем сидишь? На голове? Вот стих в голову пришел. Стих? О чем? О девушке. Похожа она на революцию. И вот победили в мировом масштабе. И начали они города для людей строить. А города голубые, как мечта. Ну, почему голубые? Красные. Революционный цвет красный. Красный тот без знамен. А мечта она... Куда? Куда из воды? Рано тебе еще. Не ленись! Это все хорошо. Но ты мне лучше стих для бойцов сочини. О пользе купания. Да поцелоней. Что бойцы смеялись, да помнили. Понял? Эй, красный конник, ты хочешь победить призлобную Европу? Не будь лентяй, не забывай про... Вот что, Ольга Вячеславовна, до сих пор настоящего дела у нашего полка не было. Так, стычки. Я вас при себе держал. А теперь А теперь я не с вами буду? наш полк получил приказ прорваться через неприятельскую оборону, пройти по белым тылам. Предстоит рейд. Рейд? Дело опасное. Не заробеешь? Ну-ну, смотри. Поближе ко мне держись. Домой!
Ну, садись. Щи сейчас дадут. Водки хочешь? Портяночки я ваши выстирала. Не успейте оглянуться, высохнут. Она говорила, говорила, что тебе буду И что? Смерти захотела. Ты что? Какая муха тебя укусила? М? Ах ты дурочка. Ну. Что? Они находятся в нашем тылу уже 5-й сутки, ваше превосходительство. Ущерб очень велик. Снять с фронта 6-ю казачью, бросить против Красного рейда. Всю дивизию, ваше превосходительство? Прижать к реке, не дать перейти мост и уничтожить. Отставить атаку! Если с рассвета до 8 утра не управимся, крышка. Белые с тыла ударят. Ну, пойдем, Оля. Надо еще поспать часок. Неужто в самом деле не сумеем мост взять? Вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. Вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. И бесстрашно, отрядно врага налетел. Завязалась смертельная битва. И боец молодой. Поцелуй меня. Комсомольское сердце
поест молодой, вдруг поник головой, комсомольская. Женой бы тебя сделал, Оля. Да нельзя сейчас. Понимаешь ты? Еще 2 часа, и белые казаки будут здесь. Осталось одно. Все-таки взять мост. Сделать это должны коммунары. Коммунары под знамя. Нужно умереть, товарищи. Вперед! Афанасий! Дмитрий Васильевич! Память о боевых революционных годах передать красноармейцу Зотовой на вечное пользование. Оружие ее боевого товарища и друга
геройски погибшего командира эскадрона Емельянова Дмитрия Васильевича револьвер системы «Наган». Номер ВИ-712. Брошь. Ну что ж, раз ничего более подходящего нет, согласен, приказ отдам, но с оговоркой. Зотову за подвиг наградить золотой брошью стрела, но сердце, как буржуазная эмблема, убрать. Правильно. Стрелу прикрепить к рукоятке нагана. Васенька, родной мой, далеко же это Сибирь-то?
сейчас, когда наша страна разрушена гражданской войной, когда основная наша задача – это восстановление народного хозяйства, мы с вами пускаем наш завод. Один момент. Бывают же такие вот стервы со звериным курком. Нашего управдома с перепоя внезапно открылось ревение к чистоте. Стоит там внизу на лестнице и утверждает, что лестница загажена моей собакой. Это он говорит ее Кала. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице, возбужу судебное преследование. Я говорю, вы не правы, Журавлев, это не ее Кала. И так мы спорили, вместо того, чтобы ему мести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность. Ай. Что? Ах, моетесь. Ну что же, моетесь, моетесь. Только не задерживайте движение. Я вам хочу кое-что рассказать. Керосинка в комнате вместо кухни раз. Оружие без разрешения 2. Сказать, что к ней ходят мужчины, не могу. Я лично не видела. Но должна же быть причина, почему не ходят. Я догадываюсь. Какая? Определенно сифилис. Заразные болезни 3. Как она ходит мимо нас, глаз не поднимает, сволочь, и удостаивает, ненавидит. Человек-ненавистник 4. Требует выселения. Жить вместе невозможно. Ничего не выйдет. Вы керосинку, она вам шитье на дому, без патента. Кто? Я? А что, я? Вы и оружие, она вам бывший офицер, скупает антиквариат. Ну и что? Для переотправки за границу без пошлины. Ничего подобного. Но вы правы. А сифилис? А муж в сибирских тундрах? А безработный от начала революции? Что же вы предлагаете? Едоформ. Выкурить ее из нашей квартиры посредством вдутия через бумажную трубку в замочную скважину 10 граммов едоформа. Живое существо не выносит атмосферы, отравленной едоформом. Идиот. Разве это женщина?
Это какой-то демобилизованный солдат. Как ваша собачка? Я знаю, она в Чикаго работала. Но ее из Чики за зверство выгнали. Исполнить. Исполнить надо не позже, чем... Не позже чем? Здравствуй, Лялечка. Доброе утро, Ляля. Здравствуй, Верочка. Здравствуй, Вы Лялечка. ко мне, Лялечка. Товарищ Бабич просил согласовать. Прошу. Бумага когда нужна? Через полчаса. Просто смотреть на нашу лялечку, и то одно удовольствие. Не говорите, даже я сугубо не поэт. Но когда она входит к нам, мне кажется, что на этих, извините, грязных стенах расцветает весна. Да-да, это лялечка прелесть. Зараза. Товарищ Зотова, вот эту бумагу, поправьте препинание, отнесите по МЗАУ товарищу Педотти. И скажите ему, Одну что это минуточку, согласовано Лялечка. с товарищем Бабичевым. Он не Вы возражает. поднялись этажом выше? Товарищ Бабичев взял вас к себе? Да, он очень просил. И этот увлекся. Что вы? Он такой большой коммунист. Едет. Заходите, Лялечка. Обязательно. В наше время надо подходить к делу прямо в лоб, в ударном порядке. Зачем вам бумажка, когда я вам уже 3 послал? Привет, Лялек. А? Ну так мы вам пропишем другую резолюцию. Дождетесь, пока. Безобразие, бюрократы завели технологию. Чтобы получить пуд металла, надо израсходовать 2 пуда бумаги. Черт знает, что такое. Вот вам еще бумага. Это согласовано с трестом. А на это есть добро товарища Бабичева. Можно идти? Вот, секундочку. Удивляется, товарищ Зотов. В общем, такая интересная женщина, и провоняли все помещение охоты. Женственности, что ли, у вас нет? Черт знает что. Действительно, пугало огородное. Лошади испугаются. Лялечка, если бы не носик, вы бы уже давно были бы звездой экрана. Это где купили? Это в магазине. А это? Вы почти все сможете найти на Кузнецком мосту. Центральный мост, бывший Мюр и Мирелис. Так. Чулки теперь носят телесного цвета. Черные не в ходу, только телесного. Так. Платье шинель. Есть. Шляпки колпак. Высокий, круглый. Туфельки каблук контес. Высота не меньше 10, даже 11. Поняла. А это? Как чешут? Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна. Ты, сволочь недорезанная, попался б ты мне в поле. Говорят, товарищ Бабичев действительно что-то там такое с лялечкой. Сплетня. Ну, а почему, собственно, нет? Лялечка как раз из тех, которые нравятся немолодым, утомленным работой мужчинам. Погодите, а как же жена Бабичева? А он не женат. Лев Аркадьевич, надо кого-нибудь послать. Бабич. Ёлки-палки.
Это откуда же взялось? Лев Аркадьевич, надо кого-нибудь послать Бабичеву с отношением от нашего месткома. Вот тена. Да. Поразительно, до чего она ломается. При заполнении анкеты написала вот такими буквами «девица». А все говорят, просто ее возили при эскадроне. Понимаете? Жила чуть ли не со всем эскадроном. Безусловный сифилис. По морде видно. А выглядывает, что тебе баронесса Ротшильд. Будьте с ней поосторожней. Гадюку эту я давно раскусил. Она карьеру сделает, глазом не моргнет. Не с такими данными делает карьеру. По винтикам, по кирпичикам растащили мы этот завод. Вчера то же самое, на промокашке. Кто это делает? Как член месткома, я считаю, это надо прекратить. Надо помочь ей сблизиться с людьми. Вы знаете, она сама просила общественную работу. Вы, кажется, из редакции, товарищ Зотова. Да, я из редакции. Зотова. А я вот он, Бабичев. Ну что ж, изображайте меня в хвост и в гриву, я не против. Но это же никому не нужно. Это мелочь. Это не талантливо. Ну что это за острота? Служебные часы
любит попивать чай в ущерб деятельности. Больно укусить побоялись, оттявкнули по-лакейски. Ну что же, что чай. В 19-м году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать. Так все мельчить не умело. Можно всю революцию свести к дешевеньким карикатурам. Значит, старики сделали свое дело и на свалку. Жалование получили и пошли пиво пить. Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно. Так-то. Что такое? Я что-нибудь не так сказал? Обидел? Я видел вас в 19-м году. Вы приезжали к нам в часть. Мы с вами вместе клятву революционную давали. Вы были на фронтах в 19-м? Да. А как начала работать в Тресте, растерялась. Этажи, этажи, бумаги какие-то. Знаете, какое у меня было чувство? Чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных часов. Нет, на воробушка вы не очень похожи. Да я знаю. Меня еще и по-другому называют. Но я никак не могла, да и до сих пор по-настоящему не могу понять степень пользы, которую я приношу, переписывая бумаги. То ли было на войне, ясно, определенно, всегда к видимой цели. И сейчас идет война. Смотрите. Вот по этим афишам и плакатам видно, что война продолжается. Сами афиши воюют. Вот, Маяковский, Владимир Ильич Ленин. А там, где Ленин, там всегда сражение. Уголечком из-под тишка запачкал. Ничего, поживет, убедиться. Ага. Будет. Что, гожусь я еще в агитаторы? Лев Аркадьевич, надо послать кого-нибудь к Бабичеву с этим отношением. Разрешите, я отнесу? Пожалуйста. Наша страна начала строить бури, страдания, пафос, гнев, бедствия прошедших лет. Вот, загорелись яркими, первыми огнями строительства. И мы с вами сейчас на передовых позициях. И как в гражданскую мы не пощадим своих сил. И как в гражданскую мы должны победить. И как в гражданскую коммунисты будут впереди. Цветной металл, какого бы цвета он ни был, наш цветной металл, все равно это красный металл. Ну что, товарищи, по коням! По коням-то по коням, а как же насчет кредитов?
Не урежете? Всегда он жалуется. Конечно, урежем. Год работы ложится удорожением постройка на несколько миллионов золотых рублей. Штука называется экскаватор. Ты знаешь, наш город вырос на пустом месте за 2 года, а потребляет колбасы вареной 100 пудов и 150 тысяч французских булок. А из-за печенья Жорж Борман постоянные неприятности не хватает. Все, товарищи, идите. Да.
керосинка? Когда вы, наконец, кончите это антипожарное безобразие, гражданка Зотова? Я спрашиваю, когда? Я больше не варю в комнате. А почему керосинка здесь? Я опаздываю на работу. Это меня не касается. Приказываю отнести керосинку на кухню и варить там, где все жильцы возмущаются вашим антисоветским поведением. Ну ты, отрыжка! А ну, катись отсюда! Извините, гражданин Понизовский здесь живет? Ну-ну, мат у нее, знаете, такой, что я, отродясь, такого на улице не слыхал, даже в праздники. Мне говорят со всех сторон. Удивляюсь. Да-да, вы преследуете меня. Намерения ваши понятны. Пожалуйста, не лгите. Объяснения мне не нужно. Вы только забыли, что я не Нертман. Слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет. Выкиньте из головы мечты о шелковых чулках, пудрах, шляпках и прочем. Из вас может выйти хороший товарищ. Не поддавайтесь этому, будьте осторожны. Вы сами не заметите, как это болото затянет вас, и вы погибнете. И вы ему все рассказали о ней? Досконально. Все о прошлом и настоящем этой эскадронной шкуры. Лялечка, вы можете торжествовать. Но я ее ужасно боюсь. Она может меня облить купорос. Здравствуйте, гражданочки. Ах, как пахнет. Что это за варенье, Роза Абрамовна? Из Мирабели. Первая порция мне. Какая шикарная блузка. Ваша или клиентки? Какие клиенты? Не морочьте голову. Ольга Вячеславовна, миль пардон. Ein минут. Я сейчас испаряюсь. Вот только варенье попробую. Наш управдом Журавлев окончательно решил добиться чистоты у нас на черном ходу. Он пристал, что моя собака... Это черт знает, что такое.
Что такое? Я не могу больше, когда все это кончится. Никогда это не кончится. Я уже ей щетку в постель клал, так она... А что если иначе? Если с этой самой щетки настричь щетинки настричь и каждый день гадюки в кровать сыпать, может, она не выдержит, сама от нас едет. Щетка — это ерунда. Я предлагаю химическую оборону, сероводород. Или опять-таки етоформ. Скажите, Лялечка, вы хоть на редкость и скрытные, но с директором, с ним Бабичевым, у вас оформлена связь? Да. Третьего дня мы были с ним в ЗАГСе. Я настояла на церковном, но он не хочет. Так вы этой маркетанке, этой гадине ползучей, в морду швырните ЗАГСовое удостоверение. Да нет, что вы, ни за что на себя. Мы будем стоять за дверью, может, ничего не бояться. Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства. Вы должны это сделать, Лялечка. Обязательно. Да. Что такое? Боже мой, вот. Они вылавливают свое будущее. Какое будущее? Стой! Да погоди! Ну чего? Ну куда ты бежишь? Ну стой же, говорят тебе, ну куда ты бежишь? Учите! Чё? Почему преследуете? Да ничего плохого ему не будет. Учить будут, кормить. Человека из него сделает. Ольга. Не может быть. Ольга Вячеславовна, не узнаете? Афанасий. Я, Ольга Вячеславовна, я. Погоди. Ну погоди же. Ну, куда же ты рвешься, дурачок? Ты знаешь, кого я встретил? Героя гражданской войны Ольгу Вячеславовну Зотову. У меня все грустно, Афанасий. Я очень одна. Какая же вы одна, если вы меня встретили, боевого товарища? Выбросьте это из головы. А вы знаете, кого я недавно встретил? Чубатова. В эскадроне у нас был. Он еще знамя у вас на мосту подхватил. Помните? Ага. Он теперь большой начальник с портфелем. Говорит, если в 19-м сказали мне идти по деникинские пулеметы за лозунг «Снижайте цены на трикотаж», тут же бы этого лозунщика пришил, дыхнуть бы не дал. А вы кто теперь? Я? Я метелка. Ну да, веник. Так меня разве не помните, покойный Дмитрий Васильевич называл, когда из ЩК в эскадрон переманывал? Ну вот, как бывший чекист, беспризорников ловлю. Из них такие люди могут получиться. Слушайте, Ольга Вячеславовна, бросайте вы свой Ундервуд. Ведь вы же столько можете. Хотите, я поговорю с товарищами в райкоме, с Чубатым? Начинается моя смена. Я тоже опаздываю, Афанасий. Я к вам сегодня обязательно зайду. Можно? А после договоримся. Ну, после работы? Я заканчиваю ровно в 5. Значит, в 6. Ну, если тесто задержит 5 минут, самые большие 10. Так вы? Да, основная моя работа здесь. Ну, хорошо. Третья дверь по коридору, постучите. Ровно в 6? Это дело гвардейские церкви, и без страха отряд поскакал на врага. Завязалась кровавая битва, и боец молодой вдруг поник головой. Комсомольское сердце
исключение из ЗАГСа. Все знают, что вы с венерическими болезнями, и вы ими намерены сделать карьеру, да еще через собственного моего законного мужа. Я виновата. Судите меня.